Жженый или горелый, баскский чизкейк Сан-Себастьян – это все один и тот же чизкейк, главная изюминка которого очень темная корочка сверху и супер нежная текстура внутри. Его я и приготовлю в сегодняшнем видео. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. Если с вами мы еще не знакомы, на рецепт популярного сейчас бакского чизкейка я засматриваюсь уже очень давно. Меня очень привлекает его нежная текстура, практически кремовая, тающая, невесомая, в сочетании с яркой, харизматичной корочкой сверху, вот той самой, почему его называют жженым, которая придает основной вкус этому десерту. В этом ролике приготовлю этот потрясающий чизкейк и напомню, что на моем канале есть также классический вариант, которым я пользуюсь чаще всего. Классический относительно, потому что он готовится не с крем-сыром, а на основе творога. Очень классный, очень нежный, и я очень рекомендую вам его попробовать. Список ингредиентов я оставила в описании под роликом. Так как у меня есть стручок ванили, то я использую его в этом шикарном десерте. Можно также использовать натуральный ванильный сахар, например, есть у фирмы Dr. Edgar. В глубокую миску отправляю сливочный сыр. Если сыр комнатной температуры, обращаться с ним в этом рецепте будет легче. Добываю ароматные семена из ванильного стручка. Разрезаю его надвое вдоль и выскабливаю семена. Эта специя, мне кажется, способна придать королевский колорит даже самому простому рецепту. Сам стручок я не выбрасываю, укладываю его в емкость с сахаром, пускай пропитывает его ароматами. К сливочному сыру отправляю семена ванили. Посмотрите, как они играют в сыре. Жженый чизкейк привлекателен не только тем, что в нем сочетаются разные текстуры, вкусы, ароматы, а еще и тем, что он готовится с меньшим количеством заморочек. В отличие от классики, для него не нужно сооружать водяную баню, не нужно слишком переживать насчет температурного режима, как это с классикой, когда нужно правильно открыть духовку, правильно его остудить, чтобы на поверхности не образовалась трещина. Ну и кто готовит чизкейки часто или любит чизкейки, тот понимает, о каких заморочках я говорю. Тут все очень просто, смешивается, выпекается, и в итоге у вас получается очень классный десерт. Всыпаю сахар, добавляю соль, она оттенит сладкий вкус. Если используете уже подсоленный сливочный сыр, то добавлять соль не нужно. Всыпаю крахмал, выжимаю сок лайма или лимона. Перемешиваю смесь, чтобы сухие ингредиенты распределились. Вливаю к смеси сливки. Вбиваю яйца. Пробиваю смесь блендером. Она получается довольно жидкой, так и должно быть. Подготавливаю форму. Если у вас есть разъемная форма диаметром 18-20 см, просто возьмите ее. У меня такого диаметра нет, беру свое кольцо и устанавливаю на диаметр 18 см. Из нескольких слоев фольги формирую дно и плотно прижимаю его, фиксируя. Внутрь формы укладываю пергамент таким образом, чтобы получить запас по бортам. Этот чизкейк во время выпечки сильно поднимается, и эти борта будут играть роль подстраховки. Устанавливаю форму с чизкейком в небольшой противень. Если у вас обычная разъемная форма, ее в противень ставить не нужно. Выливаю смесь для чизкейка в форму, слегка разравниваю ее. Немножечко подрезаю слишком длинные части пергамента. Отправляю чизкейк в духовку. У моей 4 уровня. Устанавливаю его на второй уровень сверху, ближе к верхней части, чтобы получить характерную жженость. Выпекаю при 220 градусах в течение 35 минут. Готовый чизкейк должен иметь характерный цвет корочки, а серединка должна еще быть подвижной. Готовый жженый чизкейк достаю из духовки и даю ему остыть, после чего его нужно выдержать в холодильнике, прежде чем нарезать. Только гляньте на эту нежную текстуру. Это невероятная комбинация тающей массы и яркой харизматичной корочки. Если этот рецепт вам понравился, ставьте палец вверх под этим роликом и делитесь своим впечатлением в комментариях. Меня зовут Галина Артеменко, это канал Жизнь Вкусная. Не забудьте подписаться, если вы на моем канале впервые, и нажимайте на колокольчик. Так вы не пропустите выход новых вкусных видео.